Приветствую всех на канале «Жизнь женщин». Голод– одно из мотивированных состояний ума, и психологи изучают эти состояния не менее века. Голод– это процесс, который с нами всегда. Он проходит в фоновом режиме и лишь изредка пробуждается в сознании. Голод больше похож на настроение. Когда он медленно нарастает или отступает, даже когда он находится вне сознания, он меняет и влияет на наши решения, искажает наши приоритеты и эмоциональные вложения в долгосрочные цели. Он даже меняет наше сенсорное восприятие и часто довольно сильно. Бывает, что ничего не болит у человека, и все идет своим чередом. Работа, дом, дела и заботы. А человек чувствует, что силы куда-то уходят, нет энергии, и с каждым днем все меньше. Хотя жаловаться вроде не на что, все нормально, как все обычно. Но нет бодрости, радости, энергии. А потом могут начаться и болезни, ведь иммунитет зависит от нашего психологического состояния. Вспомните, когда вы в последний раз испытывали радость, восторг, счастье, удовольствие, от которого розовели щеки и горели глаза? Когда вы в последний раз искренне смеялись или плакали от сострадания кому-то, не к себе? Когда к вам приходило вдохновение, душевный подъем? Это все эмоциональный голод. Загадочные, малоизученные эмоции, без которых не может жить душа. Она сохнет и чахнет, теряется интерес к жизни, подступает слабость и не хочется вставать утром. Но встаешь, как заведенный автомат, как машина, чтобы снова прожить тусклый день, прийти домой и лечь спать до следующего утра. Исчезли яркие краски. Трудно вспомнить яркое впечатление или событие за последнее время. Все дни стали похожи друг на друга, как день сурка. Если в стакан наливать воду, ты не можешь налить больше, чем войдет в стакан. Если есть по голоду, не съешь больше, чем нужно, чтобы насытиться. Теоретически, практически голодов у нас много, как считает Ольга Нечаева. Помните анекдот про сушняк с похмелья? Воды не было, я купил печенье. Вот примерно то же самое происходит во всех 11 видах голода, которые мы испытываем в жизни. Первое. Голод по словам поддержки и понимания. Нам очень важно знать, что в этом мире мы не одни, что кто-то за нас. Мы нуждались в добром слове в детстве, и мы нуждаемся в нем сейчас. Иметь рядом близких, которые смогут поддержать, сказать: «Я знаю, как тебе нелегко, и вижу, как ты сражаешься. Я за тебя и на твоей стороне. Ты можешь на меня рассчитывать». Если в детстве нас не успокаивали и не утешали, мы утешались конфетой, зажевывая сладкие соленые слезы. Второе. Голод по принятию и любви. Когда с детства мы получали условную любовь, чтобы с нами были ласковыми, мы обязаны были не проявлять эмоции, не досаждать, не требовать, не быть слабыми, нуждающимися. Мы научились заедать эту потребность, как бы сглатывать себя, и в ответ получать теплый взгляд и принятие. Хорошо кушать и в ответ получать похвалу. Третье. Голод по чувству уверенности в себе. Могло быть так, что в детстве родители тревожились, сомневались в способностях ребенка, опекали, и могло сформироваться ощущение, что в одиночку я не справлюсь. Как будто нет опоры, чувство неустойчивости. Еда, тяжесть в желудке симулирует это ощущение крепкости, уверенности и опоры. Четвертое. Голод по праву на свою жизнь. Часто в детстве нас высмеивают и стыдят за наши потребности, называя это эгоизмом, упрямством и неразумностью. Так формируется направленность на других. Другие всегда кажутся важнее, им больше надо, они слабее. Ну, а мы-то сильные, потерпим, выдержим. Но по сути мы подчиняемся, прислушиваемся, не хотим расстроить, тем самым смиряя себя, свое право быть собой. А еда– это разрешенное время на себя, разрешенная возможность выбрать вкусное для себя, а не ради всего хорошего.
и она становится побегом от круговой ответственности за окружающих. 5. Голод по отдыху. Успешные и трудолюбивые, мы часто не позволяем себе ничего не делания, потому что внутри сидят требовательные голоса и гундят «ты должна», в то время как хочется свободы, отдыха, просто полениться, просто побыть вне груза обязательств и кнута долга. Но разве можно просто лежать и тупить? А вот поесть можно. Честно заработанный перерыв. Единственный вариант отдохнуть за едой. Тут никто не упрекнет, даже внутренний критик. 6. Голод свободы. Иногда в своей, в принципе, хорошей жизни мы чувствуем себя как в тюрьме. Жажда нового, жажда свободы тянет нас куда-то отправиться, что-то изменить. Это про возможность исследовать и видеть новое, про оживительное любопытство, про открытость, про силу познавать мир. 7. Голод новых ощущений. Часто еда, новые рестораны и вкусности – единственное, чем мы питаем потребность в новизне. Особенно, когда мы вынужденно делаем изо дня в день одно и то же – работа, семья, дом. Но наша психика нуждается в разнообразии, ей хочется новых вкусов в широком смысле, а не только вкусностей. 8. Голод эмоциональной безопасности. Когда собственными границами тяжело, эмоции охватывают, берут вверх и несут. Часто это дает ощущение небезопасности, как будто себе нельзя доверять до конца. Это могут быть срывы в агрессию, внезапные ссоры, разрывы отношений, скандалы, от которых потом тошно. Так случается, когда в детстве родители нам эмоции просто запрещали, вместо того, чтобы научить их регулировать. Маленький ребенок не может научиться этому сам. Он просто подавляет то, что ему запрещают. Подавленные эмоции создают огромное внутреннее напряжение. Они вырываются наружу и пугают своей силой, и запускается порочный круг подавления. Заземление с помощью тяжести в желудке, снятие напряжения через хрустение, жевание, глотание становится таким естественным способом регулировать себя. 9. Голод по внутренней дисциплине. То, что мы называем внутренней дисциплиной, рождается из признания своих потребностей и заботы о себе. Если это умение не сформировано в детстве, потому что нас дисциплинировали упреком и стыдом, вместо этого формируются качели, требования, бунт. Как будто мотает между двумя крайностями. То решаешь с понедельника поменять жизнь, то забиваешь на все и прорывается бунт. Имею право, да пошли вы все. Хочу и ем, заслужила. 10. Голод на нет. Иногда хочется крикнуть «нет», отказаться, вообще внезапно стать неудобной и сделать по-своему. Но внутри начинается хор голосов. Разве можно? Они не поймут, обидятся, уйдут, рассердятся. Это нет. Этот протест копится внутри и вырывается в еду. Назло, или чтобы снять напряжение, или чтобы сбежать. Там с едой ты, наконец, отказываешься слушать и делаешь то, что хочешь. Только вот нужна тебе совсем не протестная еда, а право отказаться от неприятного дела, от травмирующих отношений, от скучной работы, от ненужных обязательств. 11. Голод по нехрупкости мира. Много внутренних причин придумывает психика, чтобы обосновать запрет на выражение своих эмоций. Ведь в детстве это было никому не интересно и не нужно, а утешение находилось в еде. Кажется, что вокруг все такие хрупкие, что если ты не позаботишься о них, они буквально развалятся на части, обидятся, расстроятся, не справятся сами. Тебе кажется, что нужно всех их тащить на себе, всех спасать, понимать, оберегать, где уж там место для себя. Это очень одинокое место, когда единственный нехрупкий друг – это одиночество, еда и бокал вина. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу.
Знайте, что на канале «Жизнь женщин» вы найдете для себя много интересной и полезной информации, поэтому подписывайтесь и жмите на колокольчик. А я благодарю вас за лайки, репосты и отзывы. До новых выпусков. Пока.